В начале июня сотрудники небольшого центра реабилитации диких животных на Урале привезли из леса новорожденного детеныша косули. Его нашли рабочие возле проселочной дороги после сильной грозы. Несколько часов люди наблюдали издалека, надеясь, что мать вернется, но она так и не появилась. Малыш был сильно ослаблен, дрожал и почти не вставал на ноги. В центре его поместили в отдельный теплый вольер и начали кормить специальной смесью. В это же время там находилась взрослая рысь по кличке Тайга. Несколько недель назад ее доставили после травмы задней лапы. Незадолго до этого у рыси погибли новорожденные котята, поэтому она все еще проявляла выраженное материнское поведение, собирала подстилку в углу, беспокоилась по ночам и реагировала на любые писки из соседних помещений. Когда детеныш косули однажды громко закричал во время кормления, Тайга подошла к перегородке и долго не отходила. Сотрудники сначала не придали этому значения, но ситуация повторялась каждый день. Рысь не проявляла охотничьего поведения, а наоборот, ложилась возле сетки и тихо урчала. Специалисты решили провести осторожное знакомство под постоянным наблюдением. Никто не ожидал, что тайга спокойно приблизится к малышу, обнюхает его и начнет вылизывать шерсть, словно собственного детеныша. Первое время встречи длились всего несколько минут. Позже рысь стала позволять косуленку ложиться рядом и даже ненадолго кормиться ее молоком. Основное питание сотрудники все равно давали из бутылочки, поскольку потребности двух видов сильно отличаются. Однако именно присутствие тайги заметно успокаивало малыша. Косуленка назвали Лучиком. Он быстро окреп, начал уверенно ходить, а затем бегать по просторному загону. Самым удивительным было то, что тайга постоянно следовала за ним. Если Лучик отходил слишком далеко, рысь вставала и возвращала его легким толчком морды. Ночью они часто спали рядом. Так продолжалось несколько месяцев. Постепенно сотрудники начали сокращать их контакты, потому что взрослую косулю необходимо было подготовить к жизни среди своих сородичей, а тайгу — к возвращению в лес. Лучик научился самостоятельно находить подходящую растительность, избегать людей и держаться на расстоянии от хищников. Тайга после восстановления лапы тоже стала гораздо осторожнее и снова проявляла естественные повадки. Осенью животных выпустили в разных частях большого заповедника, чтобы их пути больше не пересекались. Сотрудники центра еще долго вспоминали эту необычную пару. Никто не утверждал, что рысь перестала быть хищником или что подобное возможно в обычной природе. Просто на короткое время материнский инстинкт оказался сильнее привычного поведения, и маленький косуленок получил шанс вырасти благодаря самому неожиданному приемному родителю.